Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня 16 марта. Обращаем ваше внимание, что сегодня день больших денег. Действительно больших, потому что сегодня это день, который может оказаться для многих ключом финансового успеха. Дело в том, что в этот день, 16 марта, мир, Вселенная открывает свои объятия для тех, кто готов воспользоваться возможностями, которые дает нам этот день. Давайте разбираться, что же такое за особенный день сегодня, 16 марта, и какое слово нужно сегодня обязательно каждому сказать для того, чтобы изменить свою жизнь, для того, чтобы привлечь в свою жизнь деньги, изобилие, достаток, благополучие, вот те мыслимые и немыслимые блага, которые вам действительно нужны в жизни. Друзья, а пароль этого видео, который обязательно вам нужно прописать в комментарии к этому видео, чтобы активировать, звучит следующим образом. Моя жизнь наполнена богатством и изобилием. Я привлекаю успех и процветание во все сферы своей жизни. Обязательно эти слова пропишите в комментарии к этому видео. Не забудьте поставить лайк этому видео. Итак, еще раз. Моя жизнь наполнена богатством и изобилием. Я привлекаю успехи и процветание во все сферы своей жизни. А слово, которое поможет вам сегодня на протяжении дня привлекать деньги, мы об этом поговорим, девочки и мальчики, чуть-чуть далее. Итак, друзья, сегодня 16 марта, необычный день. Почему? Потому что этот день ассоциируется с удачей, с процветанием, с финансовым успехом. И вы знаете, этот день для многих людей станет вот тем временем для того, чтобы привлекать богатство и реализовывать финансовые ваши мечты. И здесь очень важно, чтобы вы сегодня не останавливались на достигнутом, а открывались для всего нового. Кроме того, этот день призывает нас быть внимательными к возможностям, которые предлагает Вселенная, высшие силы, и нужно уметь сегодня воспользоваться этим. Кроме того, сегодня, друзья, день для активных действий, для планирования, для поиска новых источников дохода. Однако стоит помнить и то, что успех приходит к тем, кто готов вкладывать свои усилия, энергию и действительно стремиться к тем целям, которые он желает достигнуть. По лунному календарю, друзья, сегодня у нас с вами растущая луна продолжается в знаке зодиака Близнецы, 6-е и 7-е лунные сутки. И вы знаете, сегодня знак зодиака Близнецы будет нам очень сильно помогать. Почему? Потому что он стимулирует интеллектуальную активность, коммуникацию и обмен информацией. Также сегодня этот день будет очень благоприятен для общения, для обучения, для того, чтобы прописывать новые идеи и начинать те проекты, которые есть в вашей жизни, которые вы хотите. Также обращаем ваше внимание, что знак зодиака Близнецы известен своей двойственностью и переменчивостью. Поэтому очень важно сегодня ни в коем случае не воспринимать поверхностно любую информацию, которая к вам идет, потому что недостаточно внимания к деталям, и это может вызывать у вас разочарование. Поэтому, если вам сегодня идет любая информация, даже если у вас есть какие-то малейшие где-то заминки, или вы чем-то не уверены, или вы как-то по-другому думаете, рассуждаете, возьмите паузу. И вообще сегодня очень важно быть осмотрительным в принятии решений и не забывать о последствиях в своих действиях. Также обращаем ваше внимание, что знак зодиака Близнецы очень действует на людей. С одной стороны, люди сегодня готовы рисковать, сегодня люди готовы вкладывать деньги, сегодня люди готовы делать то, что, возможно, раньше они не делали, потому что Близнецы, вы знаете, это двойственный знак зодиака, это такой вот переменчивый, непостоянный, но в то же время при должном понимании ситуации вы сегодня можете действительно достигнуть успеха. Сегодня, знаете, нужно оказаться в нужное время и в нужном месте. И вот 16 марта это один из таких дней, поэтому если вас сегодня куда-то приглашают на встречу, на свидание, или, возможно, вам срочно нужно
нужно зайти, пойти в магазин, что-то купить. Это все неспроста, это подает вам знаки Вселенная. И ваша задача не закрывать глаза, а наоборот принимать. Возможно, это будет одно какое-то слово, возможно, вы включите телевизор и увидите вот ту фразу, знаете, вот то кодовое слово, которое поможет вам, вот подтолкнет вас к тем действиям, которые действительно помогут вам много изменить в вашей жизни. Вообще сегодня, хотя сегодня, друзья, и у нас с вами суббота, да, у многих людей выходной день, но это не повод нам с вами, знаете, как отдыхать на полную катушку. Все равно нужно мыслить, все равно нужно думать, нужно что-то искать гениальное, интересное, необычное. Многие скажут о том, что ну что вы, у меня вот обычная жизнь, а вы тут рассказываете о том, что я могу чего-то достигнуть и так далее. Это, вы знаете, все в вашей голове. Если вы привыкли жить на одну пенсию или на одну зарплату и не готовы двигаться дальше, не готовы искать пути, то, девочки, мальчики, ну, простите, вы выбрали свою дорогу, свой путь, потому что вы должны понимать и то, что вы творец, вы создатель, вы создаете свою вселенную. Самый простой пример, когда вы покупаете, например, девочки, сумку, вы ее не просто так покупаете, вы создаете внутри этой сумки мир. Почему? Потому что для вас важно, чтобы, например, в эту сумку можно было положить зонтик, чтобы в эту сумку можно было положить красивый свой кошелек большой, чтобы можно было положить какие-то определенные вещи, которые вам нужно каждый день, или чтобы вам положить тормозок с обедом и так далее, и так далее. У каждого это будет свое. Тоже касается это вашего дома. Когда вы его облагораживаете, вы это делаете не потому, что вам кто-то сказал, а вам в нем уютно, вы создаете свой мир. И вот так вот в жизни, в любой сфере. Научитесь это делать. Да, это сложно, это тяжело, это, возможно, где-то изматывает, но вы должны понимать и то, что вы должны научить себя любить свой мир, свою вселенную, тех людей, которые находятся в вашем окружении. Если вас кто-то раздражает, вы разберитесь, а почему человек вас раздражает? Ведь не он вас раздражает, а ваше внутреннее состояние, и вы видите именно в этом человеке вот те моменты, которые вас действительно и раздражают, которые вам не нравятся. Не бойтесь говорить себе правду в глаза. Очень многие боятся. Вот знаете, в чем вся проблема многих людей? Многие люди готовы писать в гадости, в комментариях под видео, какое-то свое недовольство, но прийти и сказать человеку в глаза, многие боятся этого сделать, потому что они боятся, что у них что-то не получится, что они, возможно, не правы и так далее. А ведь многие думают, что вот если они пишут гадости в интернете, да, как-то обливают кого-то грязью, хотя никогда они в реальности не увидят, потому что ни один человек не может объять столько миллионов человек в мире. И вот таким образом человек думает, что он решает свои вопросы, рассказывая какие-то свои небылицы. Так не должно быть, девочки и мальчики. Если вы уже становитесь на путь развития, на путь совершенствования, на путь приумножения, изобилия, достатка, благополучия, улучшения состояния своего здоровья, счастья, у каждого это будет свое. И что самое важное, вот сейчас каждый, кто нас слушает, у каждого есть свои какие-то проблемы, да, у кого-то есть какие-то свои нюансы, у кого-то, наоборот, все хорошо и отлично. И, вы знаете, каждый проходит на своем этапе жизни какие-то жизненные уроки. И одному все легко дается, а другому нет, потому что он постоянно во всем ищет какие-то проблемы, какие-то нюансы. И к нему как магнитом притягиваются вот эти проблемы, люди, мошенники и так далее, и так далее. А почему это происходит? Потому что вы это позволили, вы это разрешили, а вы не позволяете, вы не разрешаете. Ни в коем случае это не стоит делать. То же самое касается вот сегодняшнего дня, да, вот сегодняшний день, 16 марта, он уникальный день. День, когда вы можете действительно заиметь деньги большие в своей жизни. И у каждого это будет свой шанс. Нельзя сказать, что вот вам нужно только вот так сделать и никак по-другому. Ведь нас слушает достаточно много людей. И у каждого это будет свой шанс. Значит, что нужно? Значит, не нужно сидеть в доме в 4 стенах и смотреть или обсуждать какие-то сплетни. Выйдите на свежий воздух, пройдитесь, возьмите, возможно, пойдите в театр или
Пойдите в какое-то интересное культурное заведение, которое вас вдохновит, которое откроет вам что-то новое. Возможно, вы давно хотели принять участие в каком-то семинаре, тренинге. Запишитесь сегодня. Вот это тот день, который поможет вам, знаете, вот подтолкнет вас на следующую ступеньку вашего развития. Не бойтесь, да, очень сложно, потому что каждый человек, который когда ступает на путь своего развития, ему это сложно. Даже самое интересное, человек работает на работе, да, изо дня в день ходит, он знает свои права, обязанности, он знает коллектив, знает тогда, когда начальник будет ругаться, когда, знаете, как можно хитро подойти, чтобы решить какие-то свои личные моменты и так далее. А когда человек приходит на новую работу, у него постоянно стресс, потому что он не знает коллектив, он не знает политику компании толком, да, потому что есть одно дело, когда вы читаете инструкцию, а другое дело, когда в этой компании, да, предприятие — это живой организм, в котором есть свои лидеры, есть свои шестерки, если так можно назвать, да, стукачи и так далее, и так далее. Поэтому ваша задача ни в коем случае не бояться идти вперед. Всегда задайте вопрос, а что мне это даст, к чему это приведет? Очень многие пишут о том, ой, я вот умею это, а что мне с этим делать? Разве я это могу? Да вы все можете, если у вас есть желание и если вы хотите. Помните о том, что вы все можете преодолеть в этой жизни. Если в вашей жизни возникает та или иная ситуация, знаете, это ваш жизненный урок, который вам нужно пройти, сделать. Даже, возможно, вы замечали, что здесь есть два человека, и у них одна и та же вроде жизненная ситуация, и каждый человек по-своему будет на нее смотреть и решать эту ситуацию. Один может решить ее за 5 минут, а другой и не сможет решить за 2 года. И вот ваша задача не бояться, не останавливаться, наоборот, стараться думать о том, как вам развиваться, как вам искать в каждом дне радость. Не то, что ой, все угрюмо, все плохо, серо и так далее. Это, знаете, это как слова, аффирмации, которые вы сами себе говорите, вы сами себя программируете, что ой, все очень плохо, ой, у меня ничего не получается и так далее, и так далее. Так не должно быть, девочки и мальчики, пожалуйста, становитесь на путь созидания, на путь развития. Или возьмем, давайте самый простой пример, кто любит заниматься овощеводством, садоводством. Если вы не будете прикладывать самые минимальные усилия, то ваш огород не будет цвести и пахнуть, потому что, чтобы вырастить ту же помидорку или ту картошечку, да, нужно как минимум перекопать землю, дать какие-то удобрения, да, потом нужно эту семечку посадить в землю, чтобы она взросла, надо поливать, убирать сорняки и так далее, и так далее. И вот так в жизни, если вы не будете прикладывать свою энергию, то, к сожалению, ничего не будет. Обращаю ваше внимание, что многие люди не понимают одной простой вещи, что все состоит в первую очередь из энергии. Наши мысли — это энергия. Все, что мы видим, нас окружает, это в первую очередь энергия, но все хотят видеть только то, что материя, да, они видят телефон, они видят телевизор, мебель и так далее. Но если вы увидите под другим углом, вы увидите, что это в первую очередь энергия. Что-то в плюсе, что-то в минусе, но в общей сложности у нас во всем мире есть баланс. Обращаем на это ваше внимание. Теперь давайте поговорим о карте Таро, друзья. На этот день выпала у нас с вами 8 жезлов. Эта карта достаточно очень хорошая, она приносит нам энергию и потенциал для роста и для наших достижений. Также эта карта символизирует как нашу активность, как движение вперед, как то, что мы должны свою внутреннюю силу отправлять в правильное, нужное русло. Поэтому вот не бойтесь сегодня воспользоваться теми возможностями, которые могут появляться в вашей жизни, и направлять свою энергию на достижение своих целей, на достижение каких-то своих мечтаний и так далее. У вас обязательно будет все получаться. Видите, даже карта Таро, даже она нам говорит о том, что мы сегодня должны быть активными, заниматься своим саморазвитием, стремиться к росту, к созиданию, к творению. То есть видите, как все в этом мире взаимосвязано. И давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 16 марта. Во-первых, Архангел Михаил говорит о том, чтобы мы с вами не боялись своих сил и способностей. Очень важно, чтобы мы верили в себя, в свою способность преодолевать любые трудности, неприятности, беды, потому что каждый из нас обладает внутренними ресурсами и силой для того, чтобы справиться с любыми вызовами, которые могут встретиться на вашем пути.
Кроме того, Архангел Михаил говорит о том, что мы должны быть мудрыми, терпеливыми, потому что каждый день в нашей жизни появляются люди, которые нас проверяют на прочность, и это очень важно понимать. Кроме того, этот день нужно действовать смело, решительно. Ни в коем случае сегодня не вздумайте откладывать свои цели и мечты на потом, а идите к ним с уверенностью и с решимостью, потому что каждый шаг, сделанный вами, сделанный с верой, целеустремленностью, приближает вас к вашему вот истинному предназначению, к тому, что вы хотите, к тому, чему вы желаете. И ваша задача не бояться. Теперь давайте поговорим о том, какие же слова, какое волшебное слово нужно сегодня говорить. Друзья, это первые слова. Вы выбираете какое слово и говорите на протяжении дня. Итак, первое, чтобы вы сегодня в вашей жизни хорошее не происходило. Ну, например, вам позвонили и предложили пройти в собеседование, да, вы вдохновились. Скажите слово «принимаю» или «благодарствую» или «благодарю». Но это делать нужно с радостью, с удовольствием. Или, например, вы в магазине рассчитались за что-то, да, и скажите кассиру «благодарю». Или вы идете сегодня, идете и вам в общественном транспорте кто-то уступил место, обязательно скажите слово «благодарю». Таким образом, вы правильные отправляете энергетические посылы во Вселенную, и это будет вам приумножаться. Вам сегодня могут поступить деньги на карточку, вам сегодня могут вернуть долг. Обязательно скажите слово «принимаю» или «благодарю» или «благодарствую». Но это нужно делать с открытым сердцем. Представлять себе, что в этот момент деньги приумножаются, и все эти блага, которые есть в вашей жизни, они также увеличиваются. Ну и второе слово, которое мы рекомендуем вам сегодня произносить, если вам что-то не нравится, если чем-то вы недовольны, и если вас что-то раздражает, то скажите «отменяю». Это очень важное слово, особенно, например, вас сегодня кто-то хочет с вами ругаться, спорить, вне зависимости, это ваши близкие, родные или в общественном транспорте, скажите просто слово «отменяю». Этого будет достаточно. Вот такой, друзья, у нас с вами день 16 марта. Прямо сейчас ставьте лайк обязательно этому видео. И прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Друзья, это следующее видео. Выбирайте то, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше всего. И смотрите, там, друзья, для вас очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Всех вам благ!